Привет, друзья! Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш кот такой загадочный? Вот он бегает, прыгает, а через минуту спит, как ни в чем не бывало. Но за этой грацией и спокойствием скрывается одна из самых скрытных систем в мире – кошачье здоровье. Знаете, в чем главная проблема? Кошки – чемпионы по маскировке боли. В дикой природе показать слабость значит стать чьим-то обедом, и этот инстинкт остался с ними даже в вашей уютной квартире. Сегодня у нас очень серьезный, но при этом максимально душевный разговор. Я собрала для вас 100 фактов о здоровье кошек, которые должен знать абсолютно каждый, у кого дома живет этот хвостатый манипулятор. Мы разберем все, от того, почему у кота может быть сухой нос, до скрытых сигналов, которыми он умоляет вас о помощи, даже не мяукнув. Это видео не просто список советов, это ваш личный гид по долголетию вашего питомца. Мы хотим, чтобы наши коты жили 20 лет и дольше, верно? Тогда давайте учиться их понимать. И прежде чем мы перейдем к первому факту, сделайте доброе дело. Поставьте лайк этому ролику. Так вы поможете большему количеству людей узнать, как правильно заботиться о своих любимцах. Поставили? Спасибо большое, это очень важно. Ну что, погнали разбираться в кошачьих секретах. Основы выживания и скрытые сигналы. Факт первый. Мастера маскировки боли. Эволюция научила кошек скрывать любые признаки болезни до последнего. Если кот начал явно хромать или жалобно мяукать, значит, проблема уже серьезная. Для владельца это значит одно – нужно быть внимательным к малейшим изменениям в поведении, ведь тишина не всегда признак благополучия. Будьте чуткими, ведь за гордым молчанием вашего пушистого супермена может скрываться просьба о помощи. Факт второй. Сухой нос не повод для паники. Многие владельцы до сих пор верят, что влажный нос – это единственный гарант здоровья, а сухой – признак лихорадки. На самом деле носик вашего кота может менять температуру и влажность десятки раз в день. Он подсыхает после сна, во время активных игр или просто из-за сухого воздуха от батарей. Всегда смотрите на общее самочувствие питомца, ведь кошачий нос – это потрясающий навигатор, но очень плохой и ненадежный термометр. Факт третий. Частота дыхания. Представьте, что вы врач. В спокойном состоянии кошка делает от 20 до 30 вдохов в минуту. Если вы заметили, что ваш кот дышит чаще или, что еще важнее, делает это с открытым ртом, как собака, это экстренный повод для визита к ветеринару. Кошки не должны дышать ртом от жары или усталости. Дело в том, что в отличие от собак, для которых одышка – это нормальный способ охладиться, у кошек такая поза почти всегда означает критическую нехватку кислорода в крови. Факт четвертый. Пульс – ракета. Сердце кошки бьется очень быстро. В норме это от 140 до 220 ударов в минуту. Если вам кажется, что сердце котейки буквально выпрыгивает из груди, когда он просто лежит, не паникуйте. Для них это нормальный рабочий ритм. Но если пульс зашкаливает в состоянии глубокого сна, стоит проверить сердечко. Факт пятый. Температура кипения. Нормальная температура тела у кошек выше нашей, от 38 до 39,2 градусов. Если вы потрогаете здорового кота, он всегда будет казаться вам горячим. Все, что выше 39,5, это уже повод для беспокойства, а 40 градусов – это сигнал «все бросаем и едем в клинику». Факт 6. Третье веко. Вы наверняка видели у кота в уголках глаз белую пленочку, когда он только проснулся. Это мигательная перепонка, или третье веко, встроенный дворник для очистки глаза. Но если это веко видно постоянно и закрывает половину глаза, это явный признак воспаления или сильного стресса организма. Факт 7. Обезвоживание и холка. Хотите быстро проверить, хватает ли коту воды? Осторожно оттяните кожу на холке и отпустите. У здорового, увлажненного кота кожа мгновенно вернется на место. Если складка расправляется медленно, ваш пушистик пьет недостаточно, а это прямой путь к проблемам с почками. Факт 8. Почки – слабое место. Кошки произошли от пустынных предков, поэтому их почки умеют максимально концентрировать мочу, чтобы не терять воду.
Обратная сторона медали – почки у кошек изнашиваются быстрее всех остальных органов. Именно поэтому правильный питьевой режим для кота важнее, чем для человека или собаки. Факт 9. Жажда – это симптом. Если ваш кот внезапно начал пить в 3 раза больше воды, чем обычно, это не повод для радости, что он стал таким правильным. Избыточная жажда часто является первым признаком диабета или почечной недостаточности. Не игнорируйте пустые миски. Факт 10. Усы и стресс миски. Вы замечали, что кот просит еды, хотя миска половина полная? Возможно, у него стресс-вибриз. Если миска слишком узкая и глубокая, кошка постоянно задевает ее краями чувствительными усами, что вызывает дискомфорт. Попробуйте плоскую тарелку, и здоровье нервной системы кота улучшится. Факт 11. Ожирение – тихий убийца. Лишний килограмм для кота – это как лишние 15-20 килограммов для человека. Избыточный вес ведет к диабету, болезням суставов и печени. Да, пухлые котики выглядят мило на видео, но в реальности это сокращает их жизнь на 3-5 лет. Держите своего атлета в форме. Факт 12. Чистка зубов не шутка. У 80% кошек старше 3 лет есть проблемы с зубами и деснами. Зубной камень вызывает постоянное воспаление, из которого бактерии попадают в кровь и бьют по сердцу и почкам. Если у кота плохо пахнет изо рта, это не просто поел рыбки, это сигнал, что пора заняться стоматологией. Факт 13. Когти и гигиена. Если кошка перестала точить когти, это может указывать на артрит или боль в суставах. В норме когти у кошек отслаиваются, и они их меняют. Если же когти стали слишком толстыми и начали врастать в подушечки, значит, кот стал мало двигаться из-за недомогания. Факт 14. Шерсть как зеркало. Здоровая шерсть должна быть блестящей и гладкой. Если она стала тусклой, взъерошенной или жирной, это сигнал внутреннего сбоя. Кошки – фанаты чистоты, и если кот перестал вылизываться, значит, у него просто нет сил на гигиену. Факт 15. Чрезмерное вылизывание. С другой стороны, если кот вылизывает одно и то же место, например, живот или лапу, до лысин, это признак либо боли в этом месте, либо сильного стресса. Так кошки пытаются успокоить себя эндорфинами, которые вырабатываются при груминге. Факт 16. Запах изо рта с ароматом ацетона. Если вы почувствовали от кошки странный запах ацетона или очень сладкий фруктовый запах, срочно к врачу. Это классический признак запущенного сахарного диабета. У кошек, как и у людей, это заболевание сейчас встречается все чаще из-за неправильного питания. Факт 17. Рвота шерстяными колбасками – норма или нет? Многие думают, что рвота шерстяными колбасками – это нормально. На самом деле в норме шерсть должна выходить естественным путем. Если кот выдает подарки чаще 1 раза в 2 недели, это повод сменить корм на специальный или добавить мальт-пасту, чтобы избежать закупорки кишечника. Факт 18. Цвет десен. У здорового кота десны должны быть нежно-розовыми. Бледные, почти белые десны могут говорить об анемии или кровотечении, а ярко-красные – об инфекции или сильном воспалении. Проверяйте улыбку своего кота хотя бы раз в неделю. Факт 19. Хвост – индикатор. Если кот постоянно держит хвост опущенным или прячет его между ног, это не только признак страха, но и физического дискомфорта в области спины или таза. Хвост – это продолжение позвоночника, и любая травма там очень болезненна. Факт 20. Поза сфинкса при боли. Если кот сидит, поджав под себя лапы, сгорбившись и опустив голову, и при этом не спит, это поза боли. Ему явно некомфортно в области живота. Представьте себя с сильными коликами. Вот примерно так же чувствует себя ваш пушистик в этот момент. Факт 21. Сонливость или летаргия. Кошки спят много, это факт, но есть разница между «сладко сплю» и «нет сил поднять голову». Если кот не реагирует на звук открывающегося корма или любимую игрушку, это летаргия, признак того, что организм борется с какой-то инфекцией. Факт 22. Аппетит – главный маркер.
Отказ от еды более чем на 24 часа для кошки смертельно опасен. У них очень быстро начинаются необратимые изменения в печени, липидоз, если в организм не поступает энергия. Никогда не ждите, пока проголодается. Если кот не ест больше суток, бегом к врачу. Факт 23. Кошачья мята не для всех. Хотя мята считается безопасной, у некоторых кошек она может вызвать чрезмерное возбуждение и даже агрессию, что плохо влияет на сердце пожилых животных. Если ваш кот – сердечник, лучше не устраивать ему такие психоделические сессии. Факт 24. Звуки при еде. Если кот ест и внезапно вскрикивает, роняет кусок или начинает тереть морду лапой, это острая зубная боль. Представьте, как больно жевать, когда у вас открытый нерв. У кошек кариес встречается редко, но зато часто бывает резорбция корня, очень болезненная штука. Факт 25. Прыжки в высоту. Если ваш кот внезапно перестал запрыгивать на любимый шкаф или подоконник и теперь долго целится, прежде чем прыгнуть даже на диван, это первый признак остеоартрита. Эта болезнь не только старых кошек, она часто встречается и у молодых при лишнем весе. Ох, друзья, мы только начали, а сколько нюансов уже всплыло. Видите, как важно обращать внимание на мелочи? Напишите-ка в комментариях прямо сейчас, замечали ли вы когда-нибудь у своего кота странные привычки, которые оказались признаком болезни? Или, может быть, вы прямо сейчас проверили десны своего питомца? Пишите, давайте обсудим, это может спасти чью-то жизнь. Впереди у нас блог, где мы поговорим о питании, опасных домашних растениях и о том, почему кошачий туалет – это главная диагностическая лаборатория в вашем доме. Факт 26. Лоток – это ваша лаборатория. Каждый раз, когда вы берете в руки лопатку, вы проводите мини-обследование. В норме взрослый кот должен посещать туалет по-маленькому 2-4 раза в день. Если вы заметили, что комочков стало подозрительно много или они стали крошечными, это первый звоночек о проблемах с мочевым пузырем или почками. Факт 27. Критическая ситуация в лотке. Если ваш кот, особенно это касается мальчиков, зашел в лоток, тужится, жалобно мяукает, но ничего не происходит, бросайте все и летите в клинику. Это может быть закупорка мочевыводящих путей, МКБ. У вас есть всего несколько часов, чтобы спасти жизнь питомцу, так как токсины начинают отравлять кровь мгновенно. Факт 28. Почему они закапывают улики? Инстинкт закапывания – это способ скрыть свой запах от более крупных хищников и не выдать местоположение стаи. Для вас это значит, что если кот внезапно перестал закапывать или начал ходить рядом с лотком, он не вредничает. Он либо жалуется на чистоту наполнителя, либо испытывает боль при самом процессе и ассоциирует лоток с этим дискомфортом. Факт 29. Лилии – это смертельный яд. Многие цветы опасны, но лилии для кошек – это абсолютное табу. Даже пыльца, попавшая на шерсть, которую кот потом слижет, или вода из вазы, где стояли лилии, вызывают необратимый отказ почек. Представьте, один листик может убить здорового кота за пару суток. Держите свой дом в режиме «No Lilies». Факт 30. Эфирные масла и кошачья печень. Печень кошек лишена ферментов, которые расщепляют многие вещества, включая фенолы в эфирных маслах. Аромалампа с маслом чайного дерева или лаванды может вызвать у кота серьезное отравление просто через воздух. Для нас это приятный аромат, а для них невидимый токсичный туман. Факт 31. Домашняя птичка – зона риска. Никогда не давайте кошке человеческие обезболивающие, особенно парацетамол. Панадол, Теленол. Одна таблетка парацетамола вызывает у кошек распад эритроцитов, и животное буквально задыхается, так как кровь перестает переносить кислород. Кошачья аптечка должна состоять только из ветеринарных препаратов. Факт 32. Шоколадная опасность. Теобрамин в шоколаде вызывает у кошек аритмию и судороги. Хотя кошки не чувствуют сладкого, они могут из любопытства съесть кусочек торта или шоколадки. Помните, чем темнее шоколад, тем он опаснее, так как концентрация яда в нем выше. Факт 33. Лук и чеснок – враги крови.
Даже небольшое количество лука или чеснока, в том числе в виде порошка в составе детских мясных пюре, вызывает у кошек анемию. Эти продукты разрушают красные кровяные тельца. Никогда не делитесь с котом котлеткой, в которой есть лук. Это медленный яд для его крови. Факт 34. Виноград и изюм. До сих пор точно неизвестно, какое именно вещество в винограде так действует, но факт подтвержден. Он вызывает внезапную почечную недостаточность у кошек и собак. Даже одна изюминка, съеденная во время игры, может привести к тяжелым последствиям. Факт 35. Влажный корм vs сухой корм. Кошки по природе получают большую часть влаги из еды. В дикой природе это грызуны, которые состоят из воды на 70%. Если ваш кот ест только сушку и мало пьет, его моча становится слишком густой, что ведет к камням. Идеальный баланс – добавлять в рацион влажный корм, чтобы промывать почки естественным путем. Факт 36. Сырая рыба – не еда из мультиков. В сырой рыбе содержится фермент тиаминаза, который разрушает витамин В1 в организме кошки. Дефицит этого витамина приводит к судорогам и поражению мозга. Давать рыбу можно только в вареном виде и очень редко, как лакомство, а не основной рацион. Факт 37. Сырые яйца и биотин. Сырой яичный белок содержит авидин, который мешает усвоению витамина В7, биотина. Это приводит к дерматитам и выпадению шерсти. Если хотите угостить кота яйцом, только вареным и лучше желтком. Там вся польза, без вредных побочек. Факт 38. Пластиковые миски и акне. Если вы заметили черные точки на подбородке у кота, это акне. Часто оно возникает из-за пластиковых мисок, в порах которых размножаются бактерии. Перейдите на керамику, стекло или нержавейку, и кожа вашего пушистика быстро очистится. Факт 39. Высота кормления. Кошкам, особенно пожилым, полезнее есть из мисок на небольшой подставке. Это снижает нагрузку на шейный отдел позвоночника и помогает еде правильнее проходить по пищеводу. Представьте, что вам нужно есть, стоя на четвереньках и наклонив голову до пола. Не очень удобно, верно? Факт 40. Домашний кот живет в 3 раза дольше. Статистика неумолима. Домашний кот живет в среднем 15 лет, уличный – 3-5 лет. Свободный выгул – это не свобода, а риск инфекций, травм и встреч с собаками. Хотите, чтобы кот был здоров – держите его дома, а для прогулок используйте шлейку или засетченный балкон. Факт 41. Вакцинация для домоседов. Мой кот не выходит на улицу, зачем прививки? Самое опасное заблуждение. Вы приносите вирусы, например, панлейкопению, на подошве обуви и на руках. Вирус может жить в пыли у вашей двери неделями, поэтому прививка – это обязательный бронежилет даже для самого домашнего кота. Факт 42. Блохи у домашних кошек. Блохи тоже заезжают в квартиру на вашей одежде или запрыгивают из подъезда. Помимо зуда, они переносят личинок и глистов. Если вы не обрабатываете кота от паразитов, вы рискуете его здоровьем, даже если он ни разу не видел траву на улице. Факт 43. Глисты и ваше здоровье. Многие кошачьи гельминты, глисты, опасны и для людей. Регулярная профилактика раз в 3 месяца – это не только здоровье кота, но и безопасность всей вашей семьи. Кошки могут заразиться даже через сырое мясо или муху, которую поймали и съели на лету. Факт 44. Микрочип – это цифровая страховка. Микрочип не поможет отследить кота по GPS, он работает без батареек. Но если ваш кот случайно выскочит в дверь и попадет в приют, по чипу мгновенно найдут ваши контакты. Это крошечная капсула под кожей, которая никак не мешает здоровью, но возвращает беглецов домой. Факт 45. Польза стерилизации. Стерилизация и кастрация – это не только контроль популяции, но и профилактика рака. У стерилизованных до первой течки кошек риск опухолей молочных желез снижается на 90%. К тому же это спасает от смертельно опасного воспаления матки, пиометры, которое случается у каждой третьей нестерилизованной кошки. Факт 46.
Когтеточка как тренажер. Точить когти – это физиологическая необходимость. Так кошка растягивает мышцы спины и снимает старые роговые чехлы с когтей. Если у кота нет когтеточки, он будет использовать диван не из вредности, а потому что ему нужно поддерживать гигиену лап и физическую форму. Факт 47. Кошачья трава – это не еда. Кошки едят траву не ради витаминов, они их оттуда не усваивают, а чтобы вызвать рвотный рефлекс и очистить желудок от шерсти, или просто ради текстуры. Покупайте специальную траву в зоомагазине. Уличная трава может быть обработана пестицидами или содержать яйца паразитов. Факт 48. Опасность открытых окон. Кошки не всегда приземляются на 4 лапы без последствий. Синдром падения с высоты – частая причина переломов челюсти и разрывов внутренних органов. Обычные москитные сетки не держат вес кота. Ставьте специальные сетки антикошка, чтобы ваш любимец не стал жертвой своего охотничьего инстинкта. Факт 49. Пылесос и стресс. Сильный стресс от шума пылесоса может вызвать у чувствительных кошек психосоматический цистит – воспаление мочевого пузыря. Если ваш кот панически боится уборки, закрывайте его в другой комнате с любимым пледом. Ментальное здоровье напрямую влияет на физическое. Факт 50. Ежегодный чекап. Раз в год возите кота к врачу, даже если все нормально. Сдать базовый анализ крови и мочи – это дешевле и проще, чем лечить запущенную стадию болезни. Помните, 1 кошачий год равен примерно 7 нашим, так что за год у кота может измениться очень многое. Друзья, мы на середине пути. 50 фактов, которые могут изменить и продлить жизнь вашего хвостика, уже у вас в копилке. Если вам нравится, что мы так разбираем все по полочкам, обязательно подпишитесь на канал. Мы здесь говорим о кошках с любовью и научным подходом, чтобы каждый пушистик был счастлив. Нажали кнопку? Тогда вы в нашей банде кошатников. Идем дальше? А теперь вопрос к самым внимательным хозяевам. Какая миска у вашего кота? Пластиковая, керамическая или стальная? И знали ли вы про связь пластика и кошачьих прыщей? Делитесь в комментариях, это очень важная тема для всех нас. Возраст, гены и скрытые угрозы. Факт 51. Кошачий возраст – это не умножить на 7. Первый год жизни кота равен примерно 15 человеческим годам, второй – еще 9. А вот после 2 лет каждый год кота идет примерно за 4 наших. Так что ваш годовалый ребенок – это уже вполне себе своенравный подросток, требующий уважения и личных границ. Факт 52. Прирожденные мясоеды. Кошки – это строгие хищники. В отличие от собак, которые могут переваривать растительную пищу, кошачий организм эволюционно заточен только под животный белок. Если в корме слишком много злаков, кошка будет вечно голодной. Сколько бы она ни ела, ее клетки буквально кричат о нехватке протеина. Факт 53. Таурин – это жизнь. Кошки не умеют сами вырабатывать аминокислоту таурин. Без нее у них быстро развивается слепота и смертельная болезнь сердца – кардиомиопатия. Именно поэтому кошек нельзя кормить собачьим кормом. Там таурина слишком мало для их нужд. Факт 54. Почему кошкам нельзя быть веганами? Иногда люди пытаются перевести питомцев на растительную диету. Для кошки это смертный приговор. Их печень не умеет перерабатывать растительные жиры так, как нужно для энергии. Представьте, что вы пытаетесь заправить ракету яблочным соком. Звучит красиво, но она никуда не полетит. Факт 55. Артрит – болезнь тихих прыжков. Более 90% кошек старше 12 лет страдают от артрита. Кошка не будет скулить, как собака. Она просто станет меньше двигаться и чаще промахиваться при прыжке на стул. Если ваш пожилой друг перестал спать на шкафу, возможно, ему просто больно туда забираться. Помогите ему, поставив специальную лестницу. Факт 56. Проблема плоских мордочек. Персы, экзоты и британцы с экстремально плоскими носами часто страдают от проблем с дыханием. Из-за строения черепа их слезные каналы искривлены, поэтому глаза постоянно текут. Для владельца это значит ежедневная гигиена глаз, иначе инфекция может привести к язвам на роговице.
Факт 57. Шотландские вислоухие и больные ушки. Милые загнутые ушки шотландцев – это результат генетического дефекта хряща. К сожалению, этот дефект влияет не только на уши, но и на все суставы в теле. Если вы заметили, что у вислоухого кота стал дубовым и коротким хвост, это признак того, что суставы срастаются, и котику нужна поддержка ветеринара. Факт 58. Белые кошки и загар. Белые кошки с розовыми ушами крайне подвержены раку кожи, плоскоклеточной карциноме. Их ушки и нос буквально сгорают на солнце, как и светлокожих людей. Если ваш белый котейка обожает подоконники, наносите на кончики ушей специальный детский или ветеринарный солнцезащитный крем без цинка. Факт 59. Группы крови А, Б и АБ. У кошек все как у людей, но по-своему. Если кошке с группой крови Б перелить кровь группы А, она может погибнуть мгновенно. Особенно это важно знать владельцам породистых кошек, британцев, рексов, так как у них часто встречается редкая группа Б. Узнайте группу крови своего кота заранее. Это может спасти ему жизнь в экстренной ситуации. Факт 60. Температура еды как у мышки. В природе кошки едят добычу свежей, ее температура около 38 градусов. Если вы даете коту влажный корм прямо из холодильника, это может вызвать спазм желудка и моментальную рвоту. Подогрейте еду до комфортной температуры или чуть выше. Это раскроет аромат и будет гораздо полезнее для пищеварения. Факт 61. Почему они едят комнатные растения? Обычно это не нехватка витаминов, а способ очистить желудок от шерсти. К сожалению, многие цветы, например, диффенбахия или азалия, вызывают ожоги слизистой и отек гортани. Купите специальный овес в зоомагазине. Кот будет доволен, а ваша коллекция орхидей останется целой. Факт 62. Сон на батарее – риск для органов. Кошки обожают тепло, но долгий сон на горячей батарее может привести к перегреву внутренних органов, особенно почек. Из-за густой шерсти кошка не всегда вовремя чувствует, что перегрелась. Подложите на батарею плотный плед или повесьте специальный гамак, чтобы тепло было рассеянным. Факт 63. Почему нельзя стричь усы? Вибрисы, усы, связаны с участками мозга, отвечающими за ориентацию. Если их состричь, кошка впадает в состояние тяжелого стресса, теряет равновесие и начинает врезаться в углы. Никогда не позволяйте детям подстригать котика. Для него это превращение в инвалида на несколько месяцев. Факт 64. Резорбция зубов – невидимая дыра. У кошек часто бывает состояние, когда зуб начинает разрушаться не снаружи, как кариес, а изнутри, от корня. Снаружи зуб выглядит здоровым, но кот испытывает дикую боль при каждом укусе. Единственный признак – кошка начинает жевать только на одной стороне или внезапно бросает еду. Факт 65. Кошачий герпес, ринотрахеид. Это не тот герпес, что у людей, но принцип похож. Если кошка один раз переболела, вирус остается в организме навсегда. При любом стрессе, переезде, новом питомце у кошки начинают течь глаза и нос. Помните, спокойная обстановка в доме – это залог крепкого иммунитета вашего кота. Факт 66. ВИК – это не приговор. Вирус иммунодефицита кошек, ВИК, часто пугает людей, но он абсолютно не передается человеку. Кошки с таким диагнозом при хорошем уходе живут долгой и счастливой жизнью. Главное – отсутствие стрессов и качественное питание, чтобы иммунитет не отвлекался на пустяки. Факт 67. Глисты могут жить в сердце. Дирофилариоз – это глисты, которые передаются через укусы комаров и живут в сердце и легких кошки. Даже если кот не выходит на улицу, комар может залететь в квартиру. Используйте капли на холку, которые защищают не только от блох, но и от этих опасных паразитов. Факт 68. Почему кот лижет покеды? Это часто называют пиццетизмом, поедание несъедобного. Иногда это просто игра с шуршащим звуком, но часто это признак анемии или проблем. Следите, чтобы кот не проглотил кусок пластика, это может привести к непроходимости и срочной операции. Факт 69. Гипертиреоз у пожилых.
Если ваш старенький котик, старше 10 лет, вдруг стал очень активным, постоянно требует еды, но при этом худеет, это не вторая молодость. Скорее всего, это гипертиреоз, избыточная работа щитовидной железы. Это лечится таблетками, и кот снова станет спокойным и упитанным. Факт 70. Кот аллергик. Да, у кошек тоже бывает аллергия на пыльцу, пыль и даже на вашу парфюмерию. Она проявляется не чиханием, а зудом. Кот начинает расчесывать себе шею и голову до крови. Попробуйте сменить порошок, которым моете пол, или уберите освежители воздуха. Коту сразу станет легче. Факт 71. Размер лотка имеет значение. Идеальный лоток должен быть в 1,5 раза длиннее вашей кошки, от носа до кончика хвоста. Если лоток тесный, кошка будет чувствовать себя уязвимой и может начать искать место попросторнее, например, ваш ковер. Дайте коту королевский размер, и проблемы с туалетом исчезнут. Факт 72. Кошки и одиночество. Несмотря на репутацию одиночек, кошки — социальные существа. Постоянное одиночество, если вы работаете по 12 часов, вызывает у них депрессию, которая выливается в болезни мочевого пузыря. Оставляйте коту интерактивные игрушки или включите ТВ для кошек с птичками на Ютубе. Факт 73. Инсульт у кошек. Это случается реже, чем у людей, но признаки те же. Внезапный наклон головы в бок, зрачки разного размера или потеря координации. У вас есть золотой час, чтобы доставить кота к врачу и минимизировать последствия для мозга. Факт 74. Слишком много рыбы – вред почкам. Избыток фосфора и магния в рыбе – прямой путь к мочекаменной болезни. Дикие предки кошек рыбу почти не ели. Их рацион – это птицы и грызуны. Оставьте рыбку как редкий десерт, а не как основу рациона. Факт 75. Подушечки лап и их здоровье. Кожа на подушечках очень нежная. Зимой реагенты с вашей обувью могут вызвать химические ожоги лап, если кот пройдет по коридору, а потом их оближет. Мойте пол в прихожей сразу после прихода домой. Это спасет лапки и желудок вашего друга. Ух, ну и список у нас получается. Друзья, а давайте проверим теорию про возраст. Сколько лет вашему пушистому боссу по человеческим меркам? Вычислили? Моему вот уже за 40, настоящий солидный мужчина. Пишите в комментариях возраст вашего кота, посмотрим, сколько у нас тут почтенных долгожителей. Продвинутый уровень и золотые правила. Факт 76. Давление на стену. Хед-прессинг. Если вы увидели, что ваш кот стоит и просто упирается лбом в стену или мебель и замирает так надолго, это не забавная странность. Это критический медицинский симптом, указывающий на серьезное повреждение нервной системы, отравление токсинами или опухоль мозга. В такой ситуации счет идет на минуты. Срочно в ветеринарную клинику. Факт 77. Кошки – чемпионы по скрытому стрессу. Любое изменение в доме, новый диван, ремонт у соседей или ваш новый парфюм может вызвать у кота идиопатический цистит. Это воспаление мочевого пузыря от нервов. Если кот начал часто бегать в лоток после того, как вы передвинули шкаф, знайте, его психика и мочевой пузырь связаны крепче, чем мы думали. Факт 78. Почему кошки едят наполнитель? Если вы заметили, что кот пытается грызть наполнитель для лотка, особенно бентонитовый, это часто признак тяжелой анемии или нехватки минералов. Организм пытается восполнить дефицит железа любым способом. Это не глупость, а крик организма о помощи. Пора сдавать кровь на анализ. Факт 79. Одышка – это не усталость. Запомните, здоровая кошка не должна дышать с открытым ртом после игры. Если ваш котейка побегал за лазером и начал дышать как собака, высунув язык, это повод проверить сердце, особенно если это британец, шотландец или мейн-кун. У этих пород есть склонность к скрытому заболеванию сердечной мышцы.
Факт 80. Изменение голоса. Если привычное «мяу» стало вдруг хриплым, беззвучным или наоборот, кот начал странно вывать по ночам, это может быть признаком ларингита или проблем с щитовидной железой. У пожилых котов ночные крики часто связаны с деменцией. Да, у кошек она тоже бывает. Или повышенным давлением. Факт 81. Кошачьи зрачки разного размера. Состояние, когда один зрачок шире другого, называется анизокорея. Это всегда повод для беспокойства. Это может быть признаком травмы глаза, повреждения мозга или инфекции, например, лейкоза. Взгляните своему коту в глаза, они должны реагировать на свет синхронно. Факт 82. Магия солнечного витамина. Вы удивитесь, но кошки не получают витамин D через кожу от солнца так эффективно, как мы. Из-за густой шерсти солнце не добирается до кожи, поэтому весь необходимый витамин D они должны получать строго из качественного корма. Солнечные ванны для них – это просто способ согреться и сэкономить энергию на обогрев тела. Факт 83. Слишком частое чихание. Одиночное апчхи после того, как кот залез под диван за пылью, это нормально, но серия чихов подряд может указывать на инородное тело в носу, например, травинку, или на полипы. Если кот чихает кровью или гноем, медлить нельзя ни дня. Факт 84. Сахарный диабет и походка на пятках. При диабете у кошек часто поражаются нервы в задних лапах. Если вы заметили, что кот перестал ходить на цыпочках и начал наступать на всю стопу, скакательный сустав, это признак нейропатии. Хорошая новость, при правильном лечении и диете это обратимо. Факт 85. Почему нельзя резко менять корм? Микрофлора кошачьего кишечника очень консервативна. Резкая смена марки корма вызывает настоящий взрыв в животе, диарею и рвоту. Переходите на новый рацион постепенно, в течение 7-10 дней подмешивая новый корм к старому. Так пищеварение кота скажет вам спасибо. Факт 86. Запах печеного яблока. Если из пасти кошки пахнет чем-то сладковато-гнилостным, напоминающим моченые яблоки, это может быть признаком печёночной недостаточности. Печень – орган молчаливый, она не болит до самого последнего момента, поэтому такие запахи – важный диагностический ключ. Факт 87. Горбинка на спине при ходьбе. Если кот идет, сильно выгибая спину вверх, и его движения кажутся скованными, это признак боли в почках или позвоночнике. Здоровый кот движется плавно и пластично, как жидкость. Любая деревянность в движениях – повод для осмотра. Факт 88. Кошачьи прыщи и ваша косметика. Иногда акне на подбородке кота возникает не из-за мисок, а потому что вы погладили кота руками, на которых остался жирный крем или лосьон. Кошачья кожа очень чувствительна к человеческой косметике. Мойте руки после своего бьюти-ритуала, прежде чем тискать любимца. Факт 89. Храп – это не всегда мило. Если ваш кот храпит как взрослый мужик, это может быть признаком лишнего веса, удлиненного мягкого неба, часто у брахицефалов, и даже новообразований в носоглотке. Если храп появился внезапно, покажите котейку врачу. Факт 90. Подергивание кожи на спине. Если кожа на спине кота постоянно ходит ходуном, и он при этом начинает яростно вылизываться или бегать, это может быть синдром гиперэстезии. Это своего рода невроз или эпилептиформная активность. Таких котов нужно беречь от стрессов и иногда лечить специальными препаратами. Факт 91. Потеря веса при хорошем аппетите. Если кот ест за двоих, но тает на глазах, это классический признак либо глистной инвазии, либо гипертиреоза, либо диабета. Не радуйтесь хорошему аппетиту старичка. В норме метаболизм с возрастом замедляется, а не ускоряется. Факт 92. Кошачьи слезки – это не эмоции. Кошки не умеют плакать от грусти. Если у кота текут слезы, это либо аллергия, либо забитый слезный канал, либо инфекция. Исключение – очень сильная боль, но и тогда это скорее физиологическая реакция, а не эмоциональное рыдание. Факт 93. Темные пятна на деснах и губах.
У рыжих и трехцветных кошек часто появляются черные пятнышки на слизистых, лентиго. Обычно это просто веснушки, и они безопасны. Но если пятно начало расти, стало выпуклым или кровоточит, это может быть меланома. Следите за дизайном кошачьего рта. Факт 94. Температура ушей. Уши – отличный радиатор. Если они очень горячие, это может быть признаком лихорадки, но чаще просто признаком того, что кот только что активно играл или спал под одеялом. А вот если уши ледяные при комнатной температуре, это может быть признаком шока или сердечной недостаточности. Факт 95. Запор опаснее, чем кажется. Если кот не ходил по-большому более 2 дней, каловые массы высыхают и превращаются в камень – мегаколон. Это вызывает тяжелую интоксикацию. Следите за регулярностью подарков в лотке так же внимательно, как за своим банковским счетом. Факт 96. Почему нельзя давать кошкам кости? Птичьи кости трубчатые. При разгрызании они превращаются в острые иглы, которые могут проткнуть пищевод или желудок. Кошка – это не собака. Ее желудок не приспособлен к перевариванию костей. Хотите дать погрызть? Купите специальные сушеные лакомства из жил. Факт 97. Первая помощь при отравлении. Если вы увидели, что кот съел что-то ядовитое, например, цветок лилии или таблетку, у вас есть около 30 минут, чтобы вызвать рвоту. Но, внимание, никогда не делайте этого сами, без звонка врачу. Некоторые вещества при обратном ходе могут сжечь пищевод. Всегда имейте под рукой телефон круглосуточной ветеринарки. Факт 98. Анализ мочи раз в полгода. Это самый простой и дешевый способ поймать мочекаменную болезнь или отказ почек на ранней стадии. Собрать мочу у кота – тот еще квест. Используйте специальный набор с невпитывающими гранулами, но эти 5 мл жидкости могут подарить коту лишние 5 лет жизни. Факт 99. Интуиция владельца – это научный факт. Исследования показывают, что владельцы замечают болезнь питомца в среднем на 3 дня раньше, чем проявляются клинические симптомы. Если вам просто кажется, что кот стал каким-то не таким, скорее всего, вы правы. Ваша связь с ним – лучший диагностический прибор. Факт 100. Самый важный секрет здоровья. Знаете, какое лучшее лекарство от всех болезней? Ваше внимание и любовь. Кошки, с которыми говорят, играют и которых гладят, живут дольше. Счастливый кот – это кот с крепким иммунитетом. Вы для него целый мир. Так сделайте этот мир безопасным и долгим. Ну вот и все, друзья. Мы с вами только что прошли через колоссальный объем знаний, целую 100 фактов о здоровье наших любимых пушистиков. Понимаю, информации много, и, возможно, некоторые моменты вас напугали. Но не бойтесь. Главная цель этого видео – не напугать, а вооружить вас знаниями. Теперь вы знаете, на что смотреть, что проверять и когда действительно стоит бить в колокола. Ваш кот – это удивительное существо, которое полностью зависит от вас. И то, что вы досмотрели это видео до конца, говорит о том, что вы потрясающий хозяин, и вашему котейке очень повезло с кожаным другом. Давайте сделаем это видео еще полезнее. Прямо сейчас поставьте лайк, если узнали хотя бы один новый факт. Подпишитесь на канал и обязательно включите колокольчик, так вы не пропустите наши следующие кошачьи разборы. И самое главное, напишите в комментариях номер факта, который стал для вас открытием. А еще расскажите историю своего кота. Как его зовут, как он себя чувствует. Я читаю каждый ваш комментарий, и мне очень важно знать, что наше сообщество растет. Берегите своих хвостиков, будьте внимательны к их молчаливым просьбам и помните, нет ничего прекраснее, чем здоровое, громкое мурчание в вашем доме. Спасибо за просмотр. С вами был канал о самых лучших животных в мире. Всем крепкого здоровья и нежного кошачьего мур. Пока!